Когда речь заходит о генерации голоса, то большинство сразу вспоминают Eleven Labs. Это инструмент, который стал по сути стандартом в этой области. Но недавно появилась возможность генерировать аудио у Hailu AI. Это новая нейронка, которая сразу приковала к себе внимание некоторыми своими ключевыми особенностями. Например, она абсолютно бесплатна, включая возможность клонирования голоса. Hailu AI, разработанная китайской компанией Minimax, была уже известна как генератор видео. И стартовая страница проекта как раз и говорит об этом. Здесь можно увидеть результаты работы модели. Кроме того, доступен чат с привычным интерфейсом. Но не так давно появилась возможность преобразовывать текст в речь. Пока это бета-версия, и она абсолютно бесплатна. Никаких ограничений, достаточно просто залогиниться, и можно начинать работать. Какие тут есть основные функции? Во-первых, text-to-speech. Во-вторых, клонирование своего голоса. И, наконец, улучшение существующей записи. Здесь есть основное поле для текста с подсказкой, как делать паузы, вводя определенные команды. Далее довольно широкий выбор стандартных голосов. Под каждым теги, которые описывают их характеристики. Например, есть такой. Remember, life will test you, but it will never break you if you... Или такой. G'day, mate. Have you ever paused to consider how splendid this world is? Их можно отсортировать по языкам, то есть с каким языком они будут работать адекватнее. В английском доступны несколько акцентов. Также можно выбрать пол и возраст. Есть даже детские голоса. Во вкладке My Voices будут находиться ваши результаты клонирования. Можно сделать до 3 голосов. Давайте сначала попробуем текст на английском. Вставляем текст. Язык был определен автоматически, но если вдруг допущена ошибка, ее можно исправить вручную. Вверху выбираем модель, оставлю более новую. Сначала можно выбрать голос. Выбираем с помощью фильтров. Пусть будет какой-нибудь женский со стандартным акцентом. Теперь одна из главных фишек – возможность более тонкой настройки. Жмем «Модифицировать под голосом». Здесь можно добавить глубины, сделать его мягче и с более четкой дикцией. Также есть разные эффекты, покажу их позже. Кроме того, можно выбрать настроение, скорость начитки, сделать его громче и более низким или высоким. Напомню, нейронка бесплатна, поэтому можете генерировать хоть после каждого изменения, чтобы почувствовать разницу и подобрать то, что нужно. Жмем «Создать» и слушаем. In the heart of the Manu Biosphere Reserve, one of the most biodiverse places on the planet, a group of young and talented... Что ж, английский, как мне кажется, звучит достойно. Попробуем текст на русском языке, а голос оставим из набора для английского. Некоторые нейронки очень забавно читают с акцентом. Поменяем на мужской. Take your time and learn from your mistakes. I will never give up on what I believe in. This cause is worth fighting for until the very end. Ну, пусть будет такой. Все остальные настройки по умолчанию. Была уже полночь. Направо видно было все села. Длинная улица тянулась далеко. Верст на 5. Есть ошибки, но с буквой «ё», может, я его сам подставил. А ударение, конечно, беда. Давайте тогда попробуем тот же текст, но с русскоязычным голосом. Выбор здесь ожидаемо меньше. Возьмем диктора с многообещающим именем «Пессимистичная девушка». Была уже полночь. Направо видно было все села, длинная улица тянулась далеко, верст на 5. Ну что ж, ошибки те же, не помогло. Я обещал показать эффекты. Вот так будет звучать голос эхом. Здравствуйте. Рад помочь вам с нашими голосовыми услугами. А так с эффектом телефонного разговора. Здравствуйте. Рад помочь вам с нашими голосовыми услугами. Для креативных задач в озвучке почему нет? Теперь клонируем голос. В Eleven Labs, например, это можно сделать только в платной подписке. Жмем на вкладку Voices, доступно 3 голоса. Чтобы обучить модель, нужно добавить файл со своим голосом или записать аудио. При этом есть ограничения и по размеру файла, и по продолжительности. 50 мегабайт и 500 секунд. Это, на мой взгляд, для нормального обучения очень мало. Можно поставить галочку и автоматически почистить от фонового шума для точности. Указываем язык оригинала и соглашаемся с тем, что у нас есть права на голос. Здравствуйте. Рад помочь вам с нашими голосовыми услугами.
В предпросмотре как-то не очень, но давайте дадим шанс. Русскоязычный текст, идем в выбор голосов во вкладку My Voices, остальное по умолчанию. Посмотрим. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо. Ну, голос вроде похож, а вот ударения убежали. Я пробовал пофиксить это, вставляя ударения разными способами, но не получилось, а они все-таки хромают. Давайте посмотрим еще один текст. В лукоморье дуб зеленый, улатая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. С интонациями, конечно, еще работать и работать. Артефакты присутствуют тоже. Можно, конечно, если не принципиально упрощать слова, добавлять синонимы, играть с текстом, делать отрывистые предложения, а потом монтировать в каком-нибудь редакторе. Но факт остается фактом, с русским языком пока работает тяжело. Скачать, конечно, можно в MP3. Ну и в завершении обработка голоса. Просто загружаем файл, и он автоматически уберет фоновые шумы. Эта штука, кстати, понравилась больше, чем Adobe Podcast AI. На первый взгляд, Hailu AI выглядит как интересная альтернатива Eleven Labs, особенно учитывая ее бесплатность и возможность клонирования голосов. Но лично на мой взгляд, качество пока уступает. И сколько она будет оставаться бесплатной, пока неизвестно. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.